В общем, привет всем любителям глюкофонов, особенно каких-то эксклюзивных глюкофонов и новых. Это видео, короче, будет... в этом видео мы покажем новый двухсторонний глюкофон и что-нибудь еще придумаем, что интересного рассказать, потому что это, в принципе, все полная импровизация. В общем, в чем суть? Этот глюкофон, делался на заказ. Его попросил один человек изготовить ему и так, чтобы этот глюкофон сочетал в себе два настроения. Первое — это инсомния, достаточно распространенная настройка среди глюкофонов, вот такая мистическая, инсомния си минор. А второе — это фа диез мажор. Тоже он среди наших глюкофонов нашел такое, нам понравилось по звучанию, и он захотел их просто между собой соединить. Но так как двухсторонний глюкофон — это такая небольшая магия в плане сочетания настроек, то пришлось немножко и, собственно, поколдовать и изменить некоторые вещи. В общем, инсомния переделана и звучит как инсомния, но немножко по-другому. Но настроение остается тем же. И с фа диез мажором точно так же. Это вообще, поменялась тональность, он теперь не фа диез мажор, но настроение вот это такое волшебное, светлое, оно присутствует. То есть, как это происходит? Например, я слушаю эту настройку и слышу в ней какие-то мелодические ходы, переливы, еще что-то, и стараюсь понять, что в этой настройке человека зацепило, вдохновило, почему он хочет такую же, и уже при создании двухстороннего глюкофона думаю о том, как совместить, какая настройка должна быть создана, чтобы она отражала то настроение, но сочеталась с первой настройкой. Вот, собственно, все. И поэтому получаются такие интересные вещи. Значит, на этом конкретно о глюкофоне все. И сейчас мы чуть поиграем на нем и послушаем, как он звучит. Там все такие штуки расскажем. Светло и радостно. Вот. А здесь у нас здесь сами слышите, что такое излитие происходит интересное. В общем, я хотел бы поделиться небольшими секретами о том, как в общем, создавать мелодии. В принципе, это все же импровизация, и глюкофон, для этого и создан. Но за годы какой-то игры, практики, я выявил для себя некоторые ходы, которые использую. Достаточно простые, то есть я начинаю, например, создавать мелодию. Я не знаю, будет удобно так смотреть или подснять сверху, как ты думаешь? Значит, мы попробуем сейчас один принцип, я его расскажу, и мы его протестируем на этой стороне глюкофона, о нем буду рассказывать, а на второй еще и протестируем, что получается. Значит, условно разделим глюкофон на две части. Например, вот так. То есть не обязательно именно так, можно и вот так, но разделим вот так. И у нас будет с правой стороны какие-то лепестки и с левой. Эти нейтральные, они могут, условно скажем, они могут использоваться и в первой части, и во второй. Значит, для начала я начинаю играть на правой части, потом перехожу на левую и играю
одинаковое количество времени. То есть, например, там, ну, там, если кому-то понятно такты, значит, там 2 такта здесь, там, или 4 такта здесь и здесь только же. Если кому-то понятно в секундах, в общем, суть в том, что одинаковые по размеру куски. Вот. Значит, обратим внимание, что играя на вот этой стороне, я делаю самый акцент вот в эту ноту. То есть, смотрите. А играя на этой стороне, вот в эту. Значит, когда я буду развивать свою мелодию, чтобы она звучала, ну, грамотно, значит, сейчас я буду развивать, то есть я начну с того, что повторю то же самое, что играл, ну, примерно то же самое, с теми же акцентами, вот, и потом попробую что-нибудь изменить. Вот. Значит, я, в принципе, довольно хаотично добавлял ноты, но мои пальцы уже, в принципе, помнят какую-то последовательность, как я перемещаюсь по глюкофону. Но суть такая, я играл вот этот кусок, и в один момент взял и добавил вот эти 2 ноты, но вернулся, как бы, в ту же секунду сыграл вот эту ноту, в которой она, ну, и должна была звучать по моему рисунку. Я как бы делаю акцент все равно на этой ноте. Ну, то есть вот вместо того, чтобы сыграть вот здесь ее, я ее играю через вот эти нотки. А мог бы, в принципе, использовать или другие там. И в этом случае то же самое. Я должен вернуться в эту, потому что она является как бы моим как бы домиком, в который я прихожу, играю вот эту часть своей мелодии. И, ну, то есть, если я раньше играл, то теперь я чуть усложняю и там делаю. Вот. То есть, но сохраняю при этом структуру. Опять возвращаясь к той же части. Сейчас я попробую продолжать развивать эту мелодию. Вообще, ну, как-то буду опять играть достаточно хаотично, там, усложнять ритм, там, усиливать что-то. Но буду стараться именно акценты вот в эти же приходить, чтобы, как бы, мой мозг, он запоминает эти, как бы, доли, вот именно вот то, что вот эта нота звучит в этот момент, и вот это. И он цепляется за них. И когда он слышит в музыке то, что усиливает, он как бы, да, мне это знакомо, да, это вот то, куда как бы я хотел попасть. Вот, ну, это я так понимаю, как это работает. Собственно, вот. Значит, пробуем. Не получилось далеко уйти. Сейчас попробую прям с нуля придумать третью часть, но с той же сутью. То есть я даже не так. Даже попробую сейчас вообще использовать как бы те же ноты с теми же этими, но вообще в другом ритме. И сейчас услышу, как меняется мелодия, в принципе. Такое упражнение, то есть до этого мы играли эти же ноты, но другим ритмом. Теперь мы используем новый ритм, те же ноты, и уже звучит по-другому. Сейчас может еще какой-то родиться.
хочется добавить, знаете что, короче, вот очень часто я использую такую штуку, как перебор, очень долгое зависание именно на одной ноте, то есть. Но мне нравится, как это звучит, и иногда в песнях это создает какое-то усиление, в мелодиях, вот. Многие пытаются охватить там сразу как бы кучу лепестков на глюкофоне, и среди них что-то сыграть, и они, сливаются в одно, а здесь, в принципе, для передачи вот этого какого-то пульса своего внутреннего и именно достаточно, минималистично начинать. Вот как-то так, наверное, стоит сказать. В общем, сейчас я переверну этот глюкофон и попробую что-то сообразить с этой стороны глюкофона, но потом уже принципу делим его то, что на две части. Например, я начну играть, теперь на другой стороне, вообще я не знаю, что сейчас будет происходить, но попробую что-то родить. Достаточно такой рисунок понятный, хотя и сложнее, чем первый. Но суть такая, я опять играю здесь какой-то рисунок и делаю акцент вот на этой ноте. Как бы я не играл, я играю. То есть сколько хочу, я могу здесь больше ударов нанести, здесь один, могу поделить их поровну, то есть, главное четко, если бы мы говорили, что был бы какой-то метроном там или ритм, и он бы отсчитывал хлопки, то именно в момент хлопка я бы бил в эту ноту, а между хлопками происходило бы такое. А на этой стороне я использую такой рисунок, то есть я бью тоже какой-то вот этот лепесток там цепляю, чтобы он просто фоном висел. Потом здесь. А вот эта нота является акцентированной, опять я на нее делаю акцент. И вот что опять получается, смотрим. Я опять изменил, но опять оставил акценты, в тех же местах, и это является, продолжением этой, можно сказать, композиции, потому что она сохраняет ее настроение, но те же ноты, это, знаете, может быть, сравнить их с людьми, то есть там 3 ноты, 3 человека, и здесь 3 ноты, 3 человека, и вот эти поют об одном, и каждый, что-то кричит, в первой части там одно свое, там, не кричит, поет, неважно, в общем, они какую-то перекличку устраивают, а эти им отвечают, и вот эти сначала одно кричат, потом эти им отвечают другое, а потом эти опять свое, и эти опять другое, но они завершают это все гармонично. Попробую то же самое палочками сыграть, чтобы, кто-то там, если он думает, что это только пальцами возможно, сейчас попробую ради интереса даже самому показать. Сыграл вообще, уже начал дальше уходить, но вот в чем прикол, я сыграл кусок такой. И мне понравилось, и я должен сразу остановиться и попытаться его повторить, потому что, и повторить его может быть несколько раз, и он такой будет, и является частью вот этой темы музыкальной.
Вот, мы все любим в музыке какие-то повторения. Если бы музыка была какой-то абсолютно там хаотичной, абстрактной, ну такая тоже есть, она тоже хороша, но вот большинство музыки красивое и понятное, оно, ну, структурированное, такое волнами, оно, ну, правда, как волна, вот она прибывает, убывает, повторяется, и вот мы цепляемся за это, потом напеваем эти мотивы и там настраиваемся на них. Вот такие приколы. А тут мы сами их еще и рождаем, и при этом вправе их конструировать. Я говорил про разделение там на две части глюкофона. Это как бы как основа такая чисто для упражнения. То есть это не какое-то там супер правило, которое нельзя нарушать. Нет, это вот для того, чтобы попробовать и понять эту суть. Вот, наверное, можно назвать это упражнение там возвращение домой, например. То есть вот у нас есть дом, вот эта нота и вот эта нота. И в определенные моменты мы к ним и приходим. Слишком много раз уже повторился. Но, в общем, такого упражнения достаточно, чтобы развиваться и играть вот там на 3 лепестках различные рисунки и потом собирать их в какую-то единую композицию. Начинать там с простого, там вообще можно начинать там, ну, из тишины. Вот, но акценты опять, они же те же самые, а потом мы будем наращивать количество нот, там, усиливать мелодию, усиливать ее, ну, громкостью игры, интенсивностью, какой-то экспрессивностью своей, вот, и она будет развиваться, и из вот этого уже будет получаться. Пальцами так танцует уже. Ну, как, короче, уходить дальше в какие-то там абстрактные, сменять там темпы, ритмы, я думаю, как-нибудь позже еще буду делиться. Еще сам не до конца осознанно понимаю, как это происходит. Наверное, мозг уже просто имеет какой-то запас каких-то ритмов и научился их комбинировать и находить какие-то участки, где можно сделать паузу, а потом резко начать там ускоряться, замедляться или вообще менять, наверное, ну, размер, короче, музыкальный. Вот. Так что так. Такие дела. Наверное, на этом все.